Добрый день! Мы на канале компании «АвтоСтронг», одного из крупнейших поставщиков запчастей в Республике Беларусь. У нас есть склады и доставка в Европе и странах СНГ. На данном канале мы рассказываем много всяких интересных вещей об БУ запчастях, а точнее мы рассказываем все. И сегодня мы пригласили в гости прекрасный мотор 1.9 TDI. Мотор 1.9 TDI с индексом AWX 130 лошадиных сил устанавливался аж с 2000 по 2008 год на такие машины, как Audi A4, Audi A6, Passat B5 и Skoda Superb. В начале 90-х дизеля Volkswagen были простыми. Затем их обвешали EGR-ами, турбинами с изменяемой геометрией. И, как вишенка на торте, в начале 2000-х появились насос-форсунки. А затем этот эксперимент с насос-форсункой был признан неудачным, Volkswagen перекрестились и, как и все, перешли на Common Rail. Почему мы разбираем моторы? В практике продажи БУ запчастей существует надобность разбирать моторы и по запчастям. Так как этот мотор очень популярен, соответственно, и спрос на его запчасти также популярен. Поэтому разбираем, дефектуем, смотрим на годные запчасти и продаем. В компании «АвтоСтронг» существует тройной контроль качества. То есть, если есть малейшее подозрение на то, что двигатель плохой, его берут, разбирают, дефектуют, и никогда плохой мотор не попадет к клиенту. Вот мы только что сняли турбину. Вот на этом двигателе турбина с изменяемой геометрией. Вот актуатор, вот шток. Шток меняет угол атаки лопаток. Если мотор 1.9 TDI когда-нибудь перестает ехать, то причина может быть в штоке. То есть его надо просто разработать, чтобы турбина нормально заработала. Только что мы сняли клапанную крышку и теперь оценим состояние распредвала. Здесь он один. И чем отличается распредвал у этого мотора от обычного? В обычном моторе два кулачка. Один кулачок давит на впускной клапан, второй на выпускной. А здесь есть еще третий кулачок, который давит на вот это коромысло, который в свою очередь давит на насос-форсунку. У этого мотора есть болезни. Из-за нечастой замены масла, либо некачественного масла, кулачки распредвала изнашиваются и начинаются сбои в работе двигателя. Износ распредвала присутствует, и такой двигатель клиенту продавать нельзя. А теперь подробнее об износе кулачков распредвала. Обычно изнашивается кулачок, который давит на выпускной клапан. Значит, соответственно, клапан открывается не полностью, а отработавшие газы не успевают покинуть цилиндр, сжимаются поршнем, открывается впускной клапан, и все вот эти газы устремляются в впускной коллектор. Когда выпускные газы начинают циркулировать по впускному коллектору, начинается бубнение, звуки, шорохи и так далее. То есть вы эту проблему по-любому услышите. То есть вы услышите, когда пришел конец вашим кулачкам распредвала. Эксплуатировать такой мотор нельзя, потому что падает мощность, и еще можно прикончить турбину. Турбина гонит воздух в цилиндры, но когда в противовес вылетают отработанные газы, то возникает большая нагрузка на турбину. То есть можно еще попасть не только на ГБЦ, но и на ремонт турбины. Еще один косячок этого мотора, то что вот эту форсунку здоровую держит вот такая маленькая штучка. И держит ее с одной стороны. Вот, потому что форсунка, она работает под высоким давлением. Вот, постоянно нагрузка идет. И, соответственно, с одной стороны она держится, причем, так себе держится, а со второй не держится. То есть она разбалтывается. Она разбивает посадочное место в головке блока. А сейчас рубрика «Наскальная живопись». Издревле дизеля работали следующим образом. То есть есть насос высокого давления, который и нагнетает, и распределяет
топливо по топливопроводу и направляет форсунки. Затем в середине 90-х пришла технология Common Rail. То есть здесь что? Насос высокого давления подает топливо в рампу, и там она под давлением распределяется по форсункам. А за дозирование форсунок отвечает компьютер. То есть за открытие, закрытие и так далее. Вот. А в начале 2000-х пришла технология насос-форсунок. Здесь нет насоса высокого давления, и сама форсунка является насосом. Вот та самая насос-форсунка. Она работает как шприц, только на нее давит не мой большой палец, а вот это вот коромысло. Представьте, с какой силой вот давит вот эта штука. И, соответственно, создается давление, которое позволяет распылить дизельное топливо вот прямо на молекулы. Только что сняли головку блока, и если посмотреть в цилиндры, то задиров на стенках цилиндров мы не наблюдаем, но вот посмотрите на вот этот тепловой зазор. Ну, соответственно, компрессии здесь особо нету. Теперь посмотрим еще в два цилиндра. Соответственно, тут тоже виден тепловой зазор в этом, и давайте глянем в этом. Ну и вот если посмотреть, да, смотрите, какой люфт. Если бы этот мотор стоял на машине, то летом он заводился бы, а зимой, может быть, и не заводился бы. Да хрен бы он вообще заводился бы, мне кажется. И вот мы сняли поддон и готовы показать, что внутри. Значит, не каждый папа даже знает, куда уходит щуп. Вот он. То есть вот этим щупом мы постоянно меряем уровень масла. Здесь также стоит маслонасос, цепь на маслонасос. И вот маслозаборник, который забирает масло из поддона. Надо оценивать состояние сеточки. Здесь она более-менее чистая. Вот наш красавец, кульминационный момент. Мы смотрим, что он практически в идеальном состоянии. Вот, все шейки, видите, коренные, шатунные, выглядят замечательно. Мы достали поршни и видим нездоровый износ. То есть, если обратить внимание вот сюда, здесь нагар, то есть это нормально. А вот здесь вот видно, что поршни конкретно терлись вот этим местом о цилиндр. Вероятно, из-за перегрева появилась эллипсность у цилиндров, и в верхней мертвой точке поршни буквально били о стенки цилиндров, о чем свидетельствует такой износ. На вкладышах у нас минимальный износ, но вот на этом вкладыше он виден больше. Прошло несколько часов, и мы полностью разобрали мотор. Вот так он выглядит абсолютно в разобранном состоянии. То есть, когда мы сняли навесное, коленвал, распредвалы и все.